Олеся меланхолично ковырялась вилкой в тарелке. Ее душила обида. Каникулы в разгаре, подружки с родителями разъезжаются на отдых. Кто на море, кто вообще за границу. А ей придется провести лето в жарком душном городе. Все из-за мамы. Ну и что деньги, которые откладывали на отдых, потрачены на нее? Не надо было маме с ней соглашаться. Тогда бы и деньги остались целы. Олеся понимала, что все оправдания, которые сейчас рождались в ее хорошенькой голове, несправедливы. Но тем обиднее ей было, тем больше она злилась на маму, хотя сама ее и убедила, что никакого моря им не надо, а нужна недельная поездка Олеси с подружками на дорогую базу отдыха, соответствующие наряды, пирсинг в пупок, золото на ручку, золото на ножку. Мама пыталась возразить, но потом сдалась под неистовым напором Олеси, подкрепленным истериками. Теперь приходится коптиться в городе, вместо моря, и ковырять вилкой макароны с сосиской вместо шведского стола. Где-то в глубине подсознания шевельнулась мысль, что ее хотелки испортили отпуск и маме. Целый год переработок и подработок в надежде на отдых с дочерью летом растворились в желаниях Олеси. Подружки из обеспеченных семей, им не приходится выбирать то или это. Они берут все. А тут... Но и ей так хотелось быть со всеми, показать, что она ничем не хуже других, и вот к чему это привело. Мария украдкой поглядывала на 16-летнюю дочь. Она прекрасно понимала все, что Олеся сейчас переживает, но поговорить с ней по душам, тем более убедить ее в чем-то, в последнее время становилось невозможным. На все найдутся ответы, резкие, пересыпанные циничными цитатами из интернета. И чем глупее ответ, тем больше визгливости и слез в голосе дочки. Что с ней стало? Переходный возраст или упустила ее, не доглядела? Вот и сейчас прекрасно понимает, что поездка на море сорвалась из-за ее непомерных амбиций, но виноватой себя не считает. Мама-нищебродка виновата, не может обеспечить дочке приличного отдыха. А она старается. Маша вспоминает, как тогда, чуть более 16 лет назад, она дала себе слово, что все сможет. Сможет и одна дать дочери все необходимое. И ведь все получалось. Конечно, иногда было совсем туго, но помогали родители продуктами с огорода. Кто-то из подруг отдавал вещи, и пока Олеся была маленькая, то не обращала на это никакого внимания. Для маленькой девочки было главное, что для нее эта кофточка была новой, ведь такой не было. Когда Олеся подросла, такие фокусы уже не срабатывали, но и Маша смогла уже зарабатывать побольше. А в последний учебный год к Олесе в класс перевелись две девочки из очень обеспеченных семей, и дочка начала с ними дружить. Конечно, и до этого в их классе были дети из более богатых, чем они, но у них не было таких замашек. Маша предполагала и ранее, чем грозит учеба в гимназии, но дочка туда поступила по своим знаниям, и учеба там могла гарантировать ей поступление в вуз, ведь база знаний была больше, чем хорошая, и тянулась за ними дочка. А Маше так не хотелось, чтобы Олеся чувствовала себя хуже, чем другие, хотя последнее время был явный перебор. Маша даже не заметила, как вслух произнесла: «Была бы помладше, взяла бы путевку в лагерь отдыха, в профсоюзе предлагали, но там до 14 лет». Маша вздохнула и, поняв, что произнесла это вслух, добавила: «Да ты и не согласилась бы, наверное». «Мне бы хоть куда, хоть в самую распоследнюю дыру», — вскинулась Олеся.
только бы не торчать здесь. Точно? Куда угодно? Мария взглянула на дочь. Собирай вещи, едем. Куда? Олеся удивленно распахнула глаза. Ты к дедушке с бабушкой, я к родителям, на мою родину, в общем, в деревню. От автобусной остановки до села 2 километра по полевой дороге. Мария несла в руке чемодан с колесиками, но колесики здесь были явно лишние, только вязли в песчаной почве. Приходилось нести его, часто перекладывая из руки в руку. Олеся шла налегке, только рюкзачок за плечами. Маша пожалела, что взяла один большой чемодан вместо 2 маленьких. Позади раздался шум двигателя. Поднимая пыль, попутно мчался внедорожник, блестя на солнце хромированными деталями. Мария и Олеся сошли на обочину. Кроссовер резко затормозил, опустило стекло водителя. «Здравствуй, Мария!» Водитель, крепкий мужчина лет 40, снял солнцезащитные очки и взглянул на нее синими глазами. Не дождавшись ответа от оторопелых путниц, вышел, молча перехватил чемодан и открыл для них дверь, приглашая на заднее сиденье. Дождался, пока дамы разместятся, также молча сел за руль и покатил к селу. «Димка!» — наконец подала голос Маша. «Тебя не узнать. Откуда ты в этих краях? В отпуске?» «Почти год уже здесь», — улыбнулся мужчина. «Отлетался. Решил обосноваться на родине». «Дочка?» — спросил он, поглядывая на пассажирок в зеркало заднего вида. «Красавицу растишь». Доехали быстро. Дмитрий помог с чемоданом и, стараясь не поднимать много пыли, уехал, бросив напоследок, что надо еще увидеться. Олеся уже и не помнила, когда в последний раз была в гостях у бабушки и дедушки. В отличие от мамы, она предпочитала турпоездки и базы отдыха. Все казалось ей новым, неизведанным, почти экзотикой. Мария, напротив, будто и не уезжала со своей малой родины, легко включилась в домашние заботы, удивляя дочь сноровкой. «Дочка, да ты разучилась, наверное, корову-то доить!» Охала бабушка Валя, глядя, как Мария повязывает голову косынкой и одевает фартук. «Опять же, поранишь вымя коровки маникюром своим!» «Избавилась!» Маша, смеясь, показала пятерню с аккуратно отстриженными ногтями. «И ничего я не забыла. Я все помню, мама!» Зазвенел ее смех. «Ох, Машка!» — посмеивался дед Михаил. «Ты ровно снова девчонка, будто и не уезжала никуда». «Ага, дед!» Олеся тоже с удивлением смотрела на мать. «Прям помолодела. Никогда ее такой не видела». Словно о чем-то догадавшись, она спросила: «А кто такой дядя Дима? У него еще машина такая, крутая». «Дмитрий-то?» Дед пыхнул табаком и объяснил: «Одноклассник мамы твоей, военный летчик, вся грудь в орденах, в отставку вышел, теперь взялся фермы наши восстанавливать, церковь тоже». И, понизив голос, рассказал словно по секрету внучке. «Думали мы тогда, что поженятся они, но Дмитрий в военное училище поступил, мама твоя в институт в городе. Что-то разладилось у них. Теперь вот и Машенька без мужика, и Дмитрий, холостяк с прицепом». Пыхнул табаком и хитро улыбнулся. «Вот оно значит как. Ну-ну». Утром Олеся проснулась от щекотки. Кто-то трогал ее за бусину пирсинга возле пупка. Осторожно скосив глаз, она увидела котенка Мурзика, который осторожно прикасался мягкой лапкой к блестящей игрушке, потом взялся ее лизать. Едва сдержав смех, она схватила пушистый комочек и прижалась к нему лицом.
Котенок благодарно замурлыкал. Как же прекрасно так просыпаться утром! «А где мама?» — спросила Олеся за завтраком, с аппетитом уплетая блины с медом и запивая их молоком. Дмитрий просил ее разобраться с бухгалтерией. Бабушка подкладывала ей блины со сковородки. «Мария-то бухгалтер со стажем. Пусть поможет хорошему человеку». «Пусть поможет», — гудел дед Михаил. «Глядишь, и сойдется дебет с кредитом». И усмехнулся. «Хотела помочь на огороде», — вздохнула бабушка Валя. «Одной мне не справиться. Может, ты поможешь, внученька? А то дед сейчас тоже сорвется со двора». «А то как же!» Дед Михаил нахлобучил картуз. «Крышу сегодня на базовке перекрывать будем. Напортачат еще без меня». «Помогу, бабуля». Неожиданно для себя согласилась Олеся. «Только подожди минутку». Она прошла в свою комнату, достала из косметички маникюрные ножницы и взглянула на свои ухоженные длинные ногти. Вечером в натопленной бане Мария парила березовым веником дочке спину. «Вот так бабушка уработала внучку!» — сокрушалась она. «А ты сама-то куда смотрела? Разве можно с непривычки так упираться?» «Бабушке-то ничего, а она постарше будет», — оправдывалась Олеся. «Я только вечером поняла, что разогнуться не могу. А вообще, мамочка, знаешь, хоть и тяжело, но здорово, мне понравилось. Да и время с бабушкой пролетело незаметно. Она мне столько всего рассказала, и про тебя тоже». Олеся рассмеялась. «Я теперь знаю, как ты чудила в детстве». «Переворачивайся на спинку», — приказала Мария. Занесла веник и замерла. «Куда твой пирсинг делся? Тот, что возле пупочка?» Украшения не было. Олеся виновато взглянула на маму. Она даже не заметила, как потеряла его. Ей не было жаль дорогой бусины. Ей было жаль маму, которая с таким трудом зарабатывает деньги. А она так бездарно потеряла дорогое украшение, которое выпрашивала из-за того, что у многих оно было, а у нее нет. Как же все это глупо. «Ладно», — легкомысленно махнула рукой Мария. «Может, найдется еще». Потом, ощущая приятную легкость в теле, пили чай на веранде. Бабушка, чувствуя себя виноватой, хлопотала возле стола, подливала чай, заваренный на травках. Мария делилась с дочкой событиями дня, а та внимательно слушала, задавала вопросы. Ей в самом деле было интересно и приятно общаться с мамой. Вот уж никогда не думала она, что мама такой интересный рассказчик. И ведь все неплохо рассчитал Димка, сбыт наладил, выгодных поставщиков нашел. С осени хозяйство на устойчивую прибыль выйдет, а он к документам так легкомысленно относится. Еле договоры нашел, отчеты по кредитам в кипе бумаг лежат. Рассказывала она Олесе. Без хорошего помощника ему не обойтись, вылетит в трубу. «Так помоги ему, мама», — улыбнулась Олеся. «Ты ведь легко разберешься в этих бумагах». «Придется помочь». Мария с благодарностью взглянула на дочь. «Какая ты у меня стала взрослая. Кстати, Ленька, сын Дмитрия, твой ровесник, просит тебя помочь ему. У тебя же с физикой и математикой проблем нет? А Ленька через год будет поступать в военное, как отец. Подтянуть его надо по этим предметам. Сможешь?» «Без проблем», — кивнула Олеся. «А он такой же симпатичный, как и его отец?» Дед Михаил и бабушка Валя удивленно выглянули из-за двери, удивляясь, над чем так весело хохочут дочка с мамой. Это лето многое изменило в их жизни. А еще изменилась и сама Олеся. И теперь она нравилась сама себе больше, чем раньше. Не нужны ей сейчас все новомодные штучки, и рада, что не успела уговорить маму на тату. Сегодня Олеся проснулась еще затемно, сладко потянулась,
копируя Мурзика, который выбрал ее своей любимой хозяйкой. Середина октября, светает поздно, но школу никто не отменял. Она выбралась из-под одеяла, дома тепло, дедушка кочегарит, не жалея дров, бабушка готовит завтрак, гремит посудой. Пока Олеся заправляла постель, приводила себя в порядок, Мурзик, лежа на животе, шарил под шкафом лапкой. Наконец что-то выкатилось под него и мяукнул, привлекая внимание. Олеся пригляделась. «Мурзик, это же мое украшение для пирсинга. Это ты его у меня летом слезал, негодяй хвостатый. А застежка где?» Мурзик вновь сунул лапу под шкаф и выкатил застежку. Олеся взглянула на украшение, улыбнулась, будто увидела старую детскую игрушку, которая ей уже не интересна, и убрала в шкатулку. В школу их с Ленькой возил Дмитрий, если был свободен. Иногда поручал это своему помощнику. До города полчаса езды. Это Олеся настояла, чтобы Ленька перевелся в ее школу. Уровень преподавания в селе был, к сожалению, ниже. За лето она хорошо подтянула его по физике и математике, и теперь уровень его знаний был выше среднего. Она уже обувалась, когда за окном просигналила машина. За рулем в этот раз был помощник Дмитрия, дядя Коля. «Твой будущий папа с моей будущей мамой сегодня заняты», широко улыбаясь, объяснил Ленька. «К свадьбе готовятся, жених и невеста». Ребята засмеялись. Батя наказал, чтобы после школы не задерживались. Помочь им надо. Ты как? Поможем. Олесе стало весело. Мама выходит замуж. А у нее теперь будет брат, сильный и симпатичный, хоть и сводный. К тому же одноклассник. За ним теперь глаз да глаз. Девчонки в школе так и стреляют глазами. А у этого рот до ушей. Теленок деревенский. Перебирайся к нам, Олеся. Батя вон какой дом отстроил. Не дом, а родовое поместье. Места всем хватит с избытком. Не, я с дедом и бабушкой. Кто им поможет, если не я? Улыбалась Олеся. Они у меня уже старенькие. В школе сначала пытались подсмеиваться над ней те самые крутые девчонки, но Олеся легко дала отпор. А после того, как некоторые одноклассники приехали к ней в гости в новогодние праздники, то и те девочки попросились в гости. Дела Дмитрия пошли в гору, и в деревеньку начали приезжать жители, ведь есть работа, и до города недалеко. А кто-то стал там жить в летний период, ведь там такая красота, и об этой красоте им рассказали дети. Но летом на каникулах Олеся редко встречалась с друзьями, ведь ей надо было, поспорив с Ленькой, решить, кто будет гулять с маленькой Алисой, чтобы мама немного отдохнула или помогла папе на работе, ведь он без нее, как без рук. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.